Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный и не менее красивый творожный торт Шарлотт. Очень часто торт называют королевская шарлотка. Торт Шарлотт готовится из простых доступных продуктов, которые всегда можно купить на рынке. При этом десерт обладает очень нежной текстурой и приятным сливочным вкусом с ягодной кислинкой. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам вы можете посмотреть в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для приготовления бисквита в белки всыпаю сразу весь сахар. Взбиваю на высоких оборотах миксера до плотной меренги. Очень важно всыпать весь сахар сразу, чтобы пробить кристаллы и они основательно вмешались в яичные белки. Они крутились в пенной смеси, насыщенной кислородом. Вот такая пышная и стабильная меренга, которая устойчиво держится на лопастях миксера, получилась. В желтки всыпаю соль и ванилин. Взбиваю миксер на высоких оборотах в течение 2 минут до пышной желтковой массы, насыщенной кислородом. Обратите внимание, что я взбивал желтки с небольшим количеством меренги на лопастях миксера. Вот такая светлая желтковая смесь получилась. В меренгу добавляю всю желтковую смесь, недолго перемешиваю миксером без явной однородности. При помощи сита в яичную смесь просеиваю всю муку. Осторожно перемешиваю. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно вымешиваю миксером до получения бисквитного теста. Вот такое бисквитное тесто, напоминающее густой йогурт, получилось. Выкладываю бисквитное тесто на противень, предварительно выстеленный пекарской бумагой. Диаметр теста, который я распределил по бумаге, составил 30 на 45 сантиметров. Выбираю противень с теста в разогретую до 190 градусов духовку на средний уровень, без конвекции на 10 минут. Готовность выпечки проверяйте самостоятельно по внешнему виду. Желатин в порошке перемешиваю с холодной водой и оставляю набухать. Для приготовления крема в жирный творог всыпаю сахарную пудру, вливаю 200 грамм сливок от общей массы. Пробиваю погружным блендером до гладкой творожно-сливочной массы. Вот такая однородная сливочно-творожная основа получилась. Стеклянную чашу предварительно обтянул пищевой пленкой. На горячий бисквит укладываю пекарскую бумагу и устанавливаю решетку. Переворачиваю конструкцию сверху вниз. Осторожно отделяю пекарскую бумагу от бисквита. Острым ножом срезаю края бисквитного коржа. Сверху на бисквит наношу ягодный джем. Вместо джема можно использовать густое варенье, повидло или пробитые ягоды. Удобным шпателем распределяю джем по всей поверхности бисквитного коржа. При отсутствии шпателя воспользуйтесь широким ножом. Загибаю рулет внутрь, стараясь, чтобы получилось множество слоев, а потому рекомендую как можно плотнее и круче делать загиб вовнутрь. Очень важно при формировании рулета не сломать бисквитный корж. Заворачиваю бисквит в пекарскую бумагу и в таком виде убираю в холодильник минимум на 30 минут. Идентичным способом приготовил второй рулет для торта Шарлотт. Оба рулета необходимо разрезать на порционные фрагменты шириной примерно 1 см. Вот такая ролл-нарезка из 2 рулетов в итоге получилась. На дно чаши в середину укладываю первый фрагмент. Затем пристраиваю последующие рулеты, желательно как можно плотнее друг к другу. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Тогда я буду точно знать, что мои рецепты с тортами вам нравятся. Для формирования последнего слоя я использую половинки рулетов, которые предварительно разрезал на 2 части. После укладки бисквитов тщательно уплотняю, чтобы рулеты не выходили за пределы чаши. Форму с рулетами убираю в холодильник. В сливочно-творожную массу добавляю оставшиеся 300 грамм сливок. Тщательно перемешиваю, чтобы получилось однородное сливочное суфле. Добавляю растопленный желатин. Тщательно перемешиваю, чтобы горячий желатин полностью вмешался в смесь. Добавляю вишню без косточки. Быстро перемешиваю, чтобы суфле не застывало. Сливочное суфле вливаю в чашу с рулетами, таким образом формирую начинку для торта. Поверх суфле устанавливаю оставшиеся рулеты, которые будут служить бисквитным дном для торта. Накрываю плоской формой с пищевой пленкой и слегка прижимаю рукой, выравнивая основание торта. Сверху устанавливаю чашу в качестве пресса и убираю в холодильник минимум на 5 часов для остывания и стабилизации. После холодильника снимаю форму и пищевую пленку. Приподнимаю торт за пищевую пленку, чтобы отделить от стеклянной чаши. Сверху устанавливаю плоскую поверхность. Переворачиваю чашу с тортом на плоское основание. Окончательно извлекаю чашу с пищевой пленкой от торта.
Торт Шарлотт — это очень вкусный торт с приятным сливочным творожным суфле и ягодами вишни, который отлично сочетается с нежными бисквитными рулетами, пропитанные ягодным джемом. Существенный плюс данного рецепта — это то, что торт не нуждается в дополнительном декорировании, так как красивые бисквитные рулеты в джеме сами по себе уже украшают любой праздник. Торт Шарлотта отлично подойдет для всех, кто любит вкусные и облегченные десерты без масла, а ягодный джем и цельные ягоды дополнительно освежают и придают приятную кислинку торту. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.